Здравствуйте, я Людмила Корнеева. В самом начале фильма «Все везде и сразу» мы видим семью Вонг в круглом зеркале, которое, как становится понятно чуть позже, ассоциируется и с круглым объективом кинокамеры. Кстати, вполне возможно, что это еще и поклон Дэниелов человеку с киноаппаратом Дзиги Вертова. Понаблюдав несколько мгновений через зеркало объектив за тремя людьми, которые, похоже, сами смотрят какой-то увлекательный фильм, мы слышим щелчок затвора кинокамеры. Кадр меняется, и зритель медленно входит, можно сказать, втягивается сквозь круглое зеркало объектив в зазеркалье, в художественный мир фильма. И дальше мы наблюдаем за жизнью главной героини, ее семейными проблемами, а также головокружительными прыжками между фантастически разными частями мультивселенной в поисках выхода, в поисках лучшего. Прежде чем говорить о мультивселенной в фильме «Все везде и сразу», давайте уточним само понятие мультивселенная. Мультивселенная в самом общем понимании – это гипотетическое множество гипотетически возможных иных миров, параллельных или альтернативных реальностей. Как синонимы к понятию мультивселенная используются также термины метавселенная и гипервселенная. Термин «мультивселенная» применяется в очень разных сферах и контекстах. Его можно встретить и в философии, и в науке, и, конечно же, в искусстве. В современной физике понятие мультивселенной довольно активно используется в таких теоретических построениях, как, например, теория струн, гипотеза многомировой интерпретации, она же интерпретация Эверетта, в инфляционной модели Вселенной, в гипотезе математической Вселенной и в некоторых других гипотезах. Впрочем, многие ученые говорят, что все гипотезы мультивселенной являются скорее философскими, нежели строго научными, поскольку их нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть с помощью научного эксперимента. А это является неотъемлемой частью именно научного подхода и научного метода. Присутствуют близкие к мультивселенной представления и в некоторых религиозных учениях, например, в индуизме. Ну и, конечно же, художественные миры в формате мультивселенной активно используются в искусстве, в литературе, кино, компьютерных играх. Мы знаем или наслышаны о мультивселенной комиксов издательства DC Comics, о кинематографической мультивселенной Marvel. Вот и в фильме «Все везде и сразу» мы опять встречаемся с этим понятием – мультивселенная. Чем же мультивселенная этого фильма отличается от других? В большинстве фантастических художественных произведений понятие мультивселенной так или иначе имеет потенциальную отсылку к возможным гипотезам физико-математического характера. Но с фильмом «Все везде и сразу», на мой взгляд, все несколько иначе. И для начала я хочу рассказать о том, как появилось само понятие, само слово «мультивселенная». Слово «мультивселенная» впервые было употреблено американским философом и психологом Уильямом Джеймсом. Он был профессором психологии Гарвардского университета, дважды избирался президентом Американской психологической ассоциации. Многие считают Уильяма Джеймса одним из основателей современной психологии. В 1895 году, в год рождения кино, кстати, в International Journal of Ethics, международном журнале по этике, было опубликовано обращение Уильяма Джеймса к одной из христианских молодежных организаций Гарвардского университета под названием «Is life worth living?», что кратко можно перевести как «стоит ли жить?», а в более пространном переводе получится «стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить?». Само заглавие этого обращения было заимствовано Джеймсом у английского писателя Уильяма Меллока, который 15 годами ранее издал книгу с таким именно названием. А вот собственным нововведением Уильяма Джеймса оказалось появление в тексте этого обращения неологизма «мультиверс» – «мультивселенная». А вот понятие «метавселенная» было, кстати, позже предложено и введено в оборот советским физиком и астрономом Иосифом Самуиловичем Шкловским, который считается одним из основателей современной астрофизики. Кроме строго научных публикаций у академика Иосифа Шкловского есть еще немало и научно-популярных работ, в том числе затрагивающих тему разумной жизни во Вселенной.
Но возвращаемся к Уильяму Джеймсу и его работе «Is Life Worth Living?». В ней Уильямс употребляет авторский неологизм «мультиверс», мультивселенная, в отношении пластичной, то есть изменчивой, но притом равнодушной и безразличной внешней видимой природе. И даже называют ее за это блудницей. А еще говорит о том, что она может быть завесой и поверхностным зрелищем, полное значение которого заключено в дополнительном невидимом или ином мире. Уильям Джеймс был не только прикладным психологом, но и автором очень известной книги «Многообразие религиозного опыта». И неудивительно, что его рассуждения в контексте мультивселенной касаются в том числе способности человека познать, почувствовать некий невидимый духовный мир за видимой природой. В некоторой степени что-то подобное, а именно другие миры человеческой психики, хотя, конечно же, не исключительно духовного свойства, мы видим и в фильме «Все везде и сразу». Давайте еще раз вспомним самые первые кадры фильма. Мы видим Эвелин, Джой и Веймонда в круглом зеркале. Судя по отблескам на их лицах и эмоциональной реакции, они смотрят фильм. А мы наблюдаем за этими тремя людьми, которые смотрят фильм. Как вскоре становится ясно, круглое зеркало ассоциируется и с объективом кинокамеры. После щелчка кадр в объективе кинокамеры меняется, и сквозь круглое зеркало-объектив зритель медленно вовлекается в зазеркалье, в художественный мир фильма. В следующей сцене с правой стороны от сидящей за столом перед кипой бумаг Эвелин находится то же самое круглое зеркало. В нем отражается лицо Веймонда, который пытается поговорить с Эвелин о разводе. Это намек на то, что Эвелин и ее муж Веймонд в этот момент находятся в условно разных мирах. В мире Эвелин, поглощенной налоговыми документами и квитанциями, Веймонд на данный момент как бы не существует. Она его не воспринимает, он для нее в зазеркалье. Позже Эвелин объяснит: «Если я подумаю о чем-нибудь еще, у меня голова лопнет». В дальнейшем круглое зеркало, оно же объектив кинокамеры, будет появляться еще не раз. И почти всегда оно будет символом туннеля или портала в условно иной мир. Например, перед тем, как Эвелин, поменяв ботинки, в первый раз очевидным образом оказывается в другой вселенной, она заглядывает в круглое зеркало, которое в этот раз находится на столе налогового инспектора Дейдры. Активная деятельность воображения Эвелин периодически прерывается, когда кто-то пытается вернуть ее к реальности. Например, инспектор Дейдра прерывает пребывание Эвелин в параллельном мире вопросом: «Миссис Вонг, вы с нами?» «Да, я просто задумалась», — отвечает Эвелин. Чуть позже образ Дейдры возникает между Эвелин и Веймондом в кладовой. В реальности же налоговый инспектор в это время с улыбкой произносит: «Миссис Вонг, ау!» и продолжает: «Я, конечно, понимаю, что у вас море забот в голове, но я даже представить не могу, что может быть важнее, чем наш текущий разговор о ваших налоговых обязательствах». В этой фразе еще одна подсказка внимательному зрителю. Море забот у Эвелин именно в голове. Именно там у Эвелин в голове и все те вселенные, все те воображаемые героиней версии ее жизни. Очнувшись в кабине с Веймондом и с бумагой о разводе в руках, Эвелин слышит, как Веймонд говорит: «Стоит мне только начать разговор, как тебя куда-то уносит». Веймонд явно имеет в виду отстранение Эвелин от происходящего, ее уход в мир грез. И уже оказавшись опять в условно иной реальности, Эвелин слышит слова Веймонда: «Прости, я должен уйти. Я должен найти правильную Эвелин, потому что это не та, кто нужен». Фактически, в реальности продолжается обсуждение темы развода, но эти же слова Веймонда в воображаемом мире наделяются иным значением. Кстати, быстрое передвижение сидящей на стуле Эвелин в пространстве, которое мы видим вскоре после того, как она читает рекомендации про смену ботинок и прочим, можно понимать как шутливую буквальную визуализацию выражения «унестись воображением». Раздвоение, вернее даже расстроение ее образа из того же ряда буквальной визуализации типичных для речи выражений.
На листе из записной книжки Веймонда написано: «Поменяй ботинки местами, закрой глаза и представь, что ты в кладовой. Сконцентрируйся на этой мысли и нажми зеленую кнопку. Не забывай дышать». Фактически, все написанное напоминает некие рекомендации по аутотренингу, цель которых – успокоить человека в стрессовой ситуации. Во-первых, сделать какую-то мелочь, которая точно от тебя зависит и точно получится. Например, поменять местами ботинки. Затем представить себя в более спокойном месте, чем огромное людное офисное пространство, например, в кладовой. Вероятно, Эвелин действительно хочется сбежать из большого офисного пространства, которое ассоциируется у нее с угрозой, и спрятаться в небольшом замкнутом помещении. Кстати, после небольшого перемещения в кладовку лицо Эвелин приобретает такое же релаксирующее, расслабленное выражение, которое впервые появилось у нее, когда она засмотрелась на экран телевизора в прачечной. Затем, по рекомендациям Веймонда, Эвелин следует нажать зеленую кнопку, то есть дать себе зеленый свет, вести себя более уверенно. И есть даже рекомендация «не забывай дышать». А еще чуть позже уже Альфа Веймонд порекомендует Эвелин включить автопилот. Все дальнейшие происшествия неплохо объясняются богатой фантазией Эвелин, которая включается у нее как способ защиты в крайне стрессовой ситуации. О наличии творческих способностей и многогранности личности Эвелин свидетельствует перечисление налоговым инспектором ее занятий. Если верить вашему отчету, вы также писатель, шеф-повар, учитель и преподаватель пения. И специалист по ватсу. Да и сама Эвелин говорит перед этим: «Я просто певица». Таким образом, внимательному зрителю с самого начала дается подсказка, что мультивселенная в фильме не физическая, а психическая. Все показанные нам миры возникают на пересечении реальности и психической активности, воображения и галлюцинаций Эвелин. Вспомним, что Алиса Кэрролла попадает в зазеркалье, уснув. Эвелин же в поисках выхода из сложившегося в ее жизни положения бредит, галлюцинирует наяву. В своем воображении она примеряет различные версии поведения, всевозможные способы влияния на будущее, вспоминает разнообразные упущенные в прошлом возможности. Хочу обратить внимание, что почти все детали и образы видений Эвелин имеют свои прообразы или в реальной жизни, или в других ее фантазиях. Но в галлюцинаторных видениях Эвелин предметы и события реального мира порождают свои фантасмагорические версии. Например, когда Эвелин сидит у себя дома за столом, разбираясь в море бумаг, слева, чуть выше аквариума, на каких-то 2 коробках стоит и работает, крутится, жужжит небольшой настольный вентилятор. Скорее всего, именно он в полубредовых картинах воображаемых иных вселенных ассоциируется у Эвелин с крутящимся бубликом Беглом. Прежде чем появляется мир, в котором у людей пальцы похожи на сосиски для хот-дога, в памяти Эвелин всплывает рекламный постер с хот-догами. Схожесть же пальцев с сосисками из хот-дога или сосисок с пальцами – вполне возможная мысль, которая когда-то, вероятно, пришла в голову китайской иммигрантке и отложилась там, как говорится, до лучших времен. Маленькая свинка-брелок на поясной сумке вполне возможно связана с образом карликовой свиньи, с которой появляется в Джобу Тупаке. Но следует не упускать из виду, что перед нами не документальное медицинское освидетельствование некой Эвелин Вонг, а художественный фильм. С одной стороны, Дэниелы показывают нам галлюцинаторные образы, видения, якобы возникающие в голове их героини. С другой стороны, эти картины ее внутренних видений дополняются еще и внешним авторским комментарием, авторскими дополнениями к ее собственным психическим мирам. Например, после слов «сканирование завершено» Эвелин вдруг видит ключевые эпизоды своей жизни, начиная с самого рождения. В частности, видит, как ее отцу с сожалением сообщают о рождении девочки. Но ведь реально человек не может помнить свои первые мгновения, дни и даже годы жизни. Хотя в глубинах структур мозга какие-то условные следы об этом могут храниться, но речь же не о том.
Получается, что не только Эвелин сама воображает, вспоминает, галлюцинирует, но в фильме есть и некий внешний наблюдатель, который вместе с Эвелин исследует ее мозг, ее память, ее воспоминания, потенциал ее воображения, фантазии и потенциал ее поступков и самореализации. Этот внешний наблюдатель, оперирующий памятью и воображением Эвелин, авторы фильма, режиссерский дуэт Дэниелов. Это усиливает переплетение возможного и невозможного, реального и абсурдного. Иными словами, переплетение того, что Эвелин, как героиня фильма, создает в своем воображении из фрагментов собственных фантазий, осколков образов своей памяти, и того, что является более откровенной внешней авторской игрой, манипуляцией, предположением. Авторским приемом можно считать и то, что в какие-то моменты вся эта история начинает напоминать компьютерную игру с возможностью выбрать для себя не только героя, но и его скиллы, то есть возможности и умения. То есть, по большому счету, никакой именно физической или космофизической фантастики в фильме нет. Все, что мы видим, визуализация психической активности главной героини и игра с порожденными ею образами авторов фильма. В одной из публикаций в New York Times говорится, что сорежиссер фильма Дэн Кван объясняет предысторию Эвелин тем, что она, как и сам Дэн Кван, кстати, страдает от СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. И поэтому она рассеянно порхает от одного занятия к другому, так и не овладев ни одним из них. Она Марко Поло мультивселенной, и вопросов «а что если?» у нее возникает больше, чем у кого-либо. Впрочем, как и многие другие зрители, я полагаю, что одной из главных истин человеческой жизни Эвелин все же в конце концов удается овладеть. Но об этом в другой раз. Всего доброго и до новых встреч!